Санкции против режима Мадуро. Путин нанес урон российскому бюджету. Истории украинских пленных. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 11 января, 14:30. Новостная организация The Associated Press рассказала, что 9 января в Венесуэле после протеста за день до инаугурации Николаса Мадуро была задержана лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, но позже отпущена. По ее словам, при ее задержании репрессивные силы застрелили человека. После президентских выборов оппозиция смогла собрать 85% данных с чеков от электронных машин для голосования и доказать свою победу. 10 января США ввели санкции против 8 венесуэльских чиновников, а Госдепартамент увеличил до $25 миллионов вознаграждение за информацию для ареста Мадуро по обвинению в наркотерроризме. В тот же день Великобритания ввела санкции против 15 судей и высокопоставленных чиновников режима Мадуро. Канада ввела санкции против 14 нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц правительства Венесуэлы. Совет Европы внес в список ограничений еще 15 членов Национального избирательного совета Венесуэлы, судебных органов и сил безопасности. 10 января США ввели санкции против энергетического сектора России. Они коснулись нефтяных концернов, инфраструктуры для сжиженного газа, компаний, занимающихся страхованием морских перевозок и 183 танкеров, отнесенных к теневому флоту. Русская служба BBC поясняет, что по данным на ноябрь 2024 года треть доходов российского бюджета составили поступления от продажи нефти и газа. 9 января аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин на канале The Breakfast Show рассказал об уроне, который Путин нанес российскому бюджету. По его словам, газ экспортируется в Китай по цене, которая не окупает стоимость строительства газопровода «Сила Сибири» и даже не покрывает себестоимость добычи и транспортировки газа. Летом прошлого года издание «Тексты Org.ua» исследовало одно из мест, где пытают украинских пленных – Вяземское СИЗО номер 2. Жена Александра Грицюка описывает, в каком состоянии вернули его тело из российского плена. Голова была синяя, нос набок, указательные пальцы без ногтей. Сестра описывает тело Виталия Клоченко. Мощи остались от человека, даже кости, и те засохли. Алексей Крецу вернулся из плена с туберкулезом и гепатитом Б, потеряв на допросах половину зубов. Единый центр по приему обращений по сдаче в плен «Хочу жить» показал тогда страшные фото старшего контролера КПП по охране Чернобыльской АЭС Романа Горилыка после 2 лет пребывания в российском плену. 23 сентября комиссия ООН по расследованию событий в Украине отметила скоординированное использование в пытках персонала определенных служб Российской Федерации, а также отметила, что атаки на энергетическую инфраструктуру затрагивают миллионы жителей. Поддержите сбор 100 тысяч евро на портативные электростанции для больниц и школ Украины. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.